что я вам скажу? Мы прилетели в Нью-Йорк, летели мы в самолете с узбеками, с Хасидовой. Узбеки, непонятно что они. Прилетели, они все в тапочках, с золотыми зубами, в стразах и в спортивных костюмах Adidas, а Хасиды в шляпах. И они все рвутся без очереди. И сейчас 3 часа дня, и мы попали в пробку, когда ехали из аэропорта в отель. И, в общем-то, мы не находимся. Немножко объезжаем, конечно, но не очень успешно. Так, мы едем уже 1,5 часа и приезжаем в 5-ю авеню. Мы приехали в наш отель Йотель, и мы здесь уже останавливались один раз, но в прошлый раз мы брали премиум вью на каком-то 20 каком-то этаже. В этот раз, так как мы бронировали очень поздно, никаких номеров, кроме вот такого, вообще не было. Но, в принципе, вид какой-то есть. Главное, что не в здании, да, главное, потому что... Свет и все. Ну, реку видно. Все небоскребы, Просто в прошлый раз было видно конкретный Empire State Building, да. А сейчас, ну и не видно, ну что ж, мы его уже видели. Вот, зато вот видно какие-то небоскребы. А, еще здесь вот такая штука. Здесь кабина, значит, вот она прозрачная, я имею в виду умывальная. А еще здесь очень интересная кровать, она раздвигается, так как номер маленький, в целях экономии сделан, как висел в Нью-Йорке. Вот здесь нажимаешь на такую кнопку, и кровать выдвигается. Правда, это не очень видно. Но вот она, видите, раскладывается. Круто. Она очень мягкая, беленькая. Кровать классная, да. Хорошая. И тут всегда спалось мне отлично. Ну такая вот красивый. интересный отель, мне нравится. Мы сегодня ехали в пробке примерно около 2 часов из аэропорта. Это вообще невероятно долгое время. Даже наш таксист говорил с другими таксистами и рассказывал, как что-то невероятное. И вот из-за чего? Из-за того, что по всему городу идут какие-то демонстрации экологические, или я даже не знаю, какие, да. Не, экологические, вот что-то климат и так далее. Вот о чем беспокоятся нью-йоркцы. А номера вообще выглядят вот так вот, коридор, такие космические кабины. А сейчас я иду и ищу кухню, где можно взять кофе, чай и так далее. Вот я пришел на кухню, вот такой тут отсюда тоже открывается интересный вид на отель W, на сторону Таймс-сквер. И вот такое место, где можно взять кофе в кофемашине, чай, воду, лед и, конечно, различную газировку. А на террасе отеля вот такая вот интересная атмосфера, она открытая. И вот столики и виды на Нью-Йорк. Мы пришли в первое наше опять заведение в Нью-Йорке за это путешествие. Оно называется Тони's Ди Наполи, очень известное место рядом с Таймс-сквер. Оно славится тем, что, во-первых, оно давно существует, а во-вторых, здесь приносят огромные порции итальянской еды, которые потом нужно раскладывать друг друга по тарелкам, и, в принципе, получается не так уж и дорого. Ну что? Макароны свежие, то есть не плотные, они сами, на вкус прям свежее тесто вкусное, но они без ничего. Такая интересная штука. Прям зашли в здание рядом с Таймс-сквер, и тут вот такая вот карусель для детей. Каждая кабинка в разной теме. Да. Такси, вот эти лошади, ММД. Но очень интересная мысль, конечно, вот так вот делать. А так вообще это такой гигантский магазин для детей на Таймс-сквер. Вон, видите, Таймс-сквер. Для того, чтобы даже войти просто в Apple Store, необходимо отстоять очередь. А очередь для того, чтобы купить свой iPhone, она с той стороны, я потом ее сниму. Это вообще тупизм, честно говоря. А вот сейчас можно увидеть, какая очередь стоит в Apple Store для того, чтобы купить iPhone 6. Там человек, наверное, в очереди человек 200. Идет второй день. А мы зашли и купили MacBook без
практически очередь. Доброе утро. Мы первый раз проснулись в Нью-Йорке. Вчера купили вкусные арбузики, взяли здесь бесплатный чай с кофе. Михон съедает уже 10-й маффин. Чтобы целый день не есть. Да. Вот. И мы почему-то... Еще доширак. Мы в этот раз почему-то сидим на веранде одни. Потому что, ну, тут такой классный вид. Но считается, что сейчас прохладно. Хотя я сижу в футболке. Ну, вроде бы ничего. А вот Йотель, я его на самом деле никогда не видел, как он выглядит-то. А вот мы на Бруклинском мосту. Самый большой подвесной в мире мост. Там статуя свободы. Приехали на Хунляева, но сегодня выходной, и мы не сможем здесь покататься на Красиве, поэтому мы просто поедим. Вот, у меня креветки, это знаменитое место какое-то вообще. А у Михона с лобстером, это гамбургер, да. Да, это Натан Famous. А вот это похоже на какие-то знаменитые места, которые снимают во всяких фильмах и клипах под мостом. Вот виден Манхэттен, а это Манхэттен-Бич. Вот, бридж, ёшкин кот. Мы пришли к Бруклинскому мосту, вот он. Там чуть подальше известное. И вот это вот все известные небоскребы Нижнего Манхэттена, даунтауна. Самый высокий небоскреб в Нью-Йорке теперь. Вот этот вот построен на месте бывших братьев-близнецов. Вон там мы можем видеть Empire State Building, второе по высоте сейчас здание. Мы туда уже залазили, сейчас не будем. Я сказала стейк, какой-то супер, не знаю его название, это просто гигантский куски мяса. Я не знаю, это невозможно съесть, но выглядит вкусно, я сейчас попробую. А у тебя вообще... А я заказал всего лишь чизбургер. Ну он толщиной 5 сантиметров. Вот, да, этот чизбургер, это просто не знаю, что такое. А мы находимся в заведении, которое называется Juniors. Оно славится вообще-то чизкейками. Да. Но и стейки и так далее, и мясные блюда здесь тоже какие-то невероятные. Просто огромные. Вот, ну, как бы, я не знаю, вот рука, вот котлета. Но этот стейк, он просто на несколько дней или на несколько человек. Итак, мы только что совершили одну классную вещь. Мы полетали на вертолете над Нью-Йорком, увидели, думали, что видим Бруклинский мост, а оказалось, что мы увидели весь Манхэттен, статую свободы, и плюс ко всему нам еще бесплатно подарили вот такие штуки.
фотографию с нами и вертолетом. Очень классное предложение у нас было. И мы очень рады. Вот мы стоим и думаем, маленькая Италия это или большой Чайна-таун. Потому что вроде как цвета-то итальянские, а вот по сути тут все на китайском. Мы пришли в маленькую Италию, все-таки это оказалась маленькая Италия, и сели в один из ресторанов, в котором, возможно, даже мы когда-то и сидели. Но мы сидели несколько раз в маленькой Италии, поэтому один из ресторанов... Ну да, заказали, естественно, пиццы, домашнего вина, макаронов, все, что положено на обед. А еще знаете, что классно на этом Мелбери-стрит, на которой находится вот эта вот интересная маленькая Италия? То, что прямо если смотреть, можно увидеть Empire State Building. А еще американцы немножко, конечно, помешаны на здоровом образе жизни, так называемом, а еще не все из них образованные, ну, как у нас. И поэтому даже на воде пишут, что в ней содержится 0 калорий. Мы идем по району Сохо. Вот такой район. Много магазинов, кофеен и всяких разных интересных других. Здесь вот можно увидеть экспозицию Пабло Пикассо, картины. Мы пришли в Вашингтон-парк. И тут есть такая площадка для собак. Люди сидят, собаки бегают и сумасшедшим занимаются. А какие-то собаки лежат, каких-то не пускают гулять. Еще бы. Вон какое веселье, смотрите. А сейчас мы пришли на вновь открытую площадку Хайлайна. Это такой парк в Нью-Йорке, который был построен на месте бывшей железной дороги. Этот участок пути построили совсем недавно и открыли вот в это воскресенье, то есть 3 дня назад. Поэтому здесь очень много народу. А старая часть Хайлайна выглядит вот так, немножко потемнее, и просто она идет вот туда вдаль, среди высоких домов. Мы пришли в ресторан, который находится непосредственно рядом с нашим отелем. Суши-ресторан. Он находится рядом с Таймс-сквер. И здесь можно очень хорошо поесть. По рейтингам от TripAdvisor и в остальных местах он на очень высоких местах, если так можно сказать. И пока что нам принесли вот такие вот блюда интересные, а также вино. Какие интересные блюда? Это суши. Ну, да. Вот из леса, из тайги приехала. Ну и сейчас мы будем пробовать. Давайте. Вкусные? Хорошо. Сейчас нам принесли, а вернее даже это мне принесли такие вот блюда. Это, я не знаю, что за роллы, как они называются, Ну, какие-то интересные роллы, а также спецпредложения. Мы думали, что принесут реально 3 ролла, а принесли 3 ролла по 6 роллов. Это стоит $13. Привет, Якитории. После того, как я попробовал вот этот ролл, оказалось, что это рыба, заверченная в огурце. Как огурец можно было так порезать, совершенно непонятно. Ну, в общем, очень вкусно. После суши-бара мы ходили в интересное место, в котором ничего не было, латинское. И после этого мы пришли в руфтоп-бар. Мы думали, конечно, что здесь будет открытое пространство, но, к сожалению, этого не оказалось. И, ну, как бы оно, в принципе, на крыше. Тут есть коктейли, но ничего больше. Конечно, что можно сказать? По сравнению с Сингапуром, в этом баре совершенно ничего нет. Но, возможно, мы еще найдем такой бар. Ну вот, нижний этаж этого бара, в принципе, все исправляет.
потому что довольно классный вид. Вот так вот можно сидеть прямо на креслице, попивать коктейль и смотреть на ночной Нью-Йорк. Это очень здорово, на мой взгляд. Зашли в швейный магазин, здесь очень-очень много различных тканей. Сложно даже разобраться, что есть что. А лифт сюда ведет вообще необычный. Вот я покажу попозже. Вот. Видите, тут в каждом лифте есть лифтер, который нас не пустил. Вот так вот. Мы сейчас находимся в Брайант-парке в Нью-Йорке. Это один из самых любимых парков, потому что находится прямо вот среди небоскребов. Такое вот местечко. Очень классно выглядит. Тут можно поесть, попить, посидеть. Брайант-парк. Стоит вот такая каруселька, которая называется Ла Карусель. Ла Карусель. Вот. Ну и, соответственно, такие вот небоскребуны. А это центральная библиотека, которую очень, да, тут очень классно. С парка видно Empire State Building. А вот мы закупились в Macy's, купили кучу всего. Вот еще у меня тоже несколько пакетов. Мы вот сели в кафе в Брайант-парке и пьем всякие напитки. Вот мы пьем пиво и шампанское. А еще нам сейчас принесут сосисок. Нет, я еще смешно сказала. Я сказала шампанское, а он сказал, дорогое. Да, потому что пиво стоит 7,35, а шампанское 10. А вот это вот место закрыли для какого-то private event. И мы вот ждем, когда же появятся эти Ты сказал, что мы ждем. VIP люди. Я жду. Мы ждем сосиски. Вот так это выглядит. Мы пришли в отель Рузвельт и сидим на баре на руфтопе, так можно сказать, и смотрим на окружающий нас мир. Ну и чтобы видео было полным, в общем-то, без такого пейзажа обойтись не может ничего. Это Empire State Building, совсем рядом с Брайант-парком. Продолжая наше гастрономическое турне, мы пришли в такое место рядом с Таймс-сквер, называется Игуана. Это вроде как латинское место, здесь танцуют сальсу, всякие уроки проходят. Ну и мы, соответственно, заказали Куба Либре, мохито, вот это и вот это. Старого бара мы уже едем, конечно, на такси домой. Старый Гавана? Старый Гавана, старый бар. Смотрите. Старый отель. Остальные все автомобили это исключительно такси. Такси.
Тут довольно интересные какие-то обои. Домой бы такие можно было бы купить. Мы пришли в интересное заведение, которое называется Академия Барилла Ресторан. Здесь готовят пасту, сладости, пиццу и так далее. Все это происходит вот так вот, то есть прямо перед нами. И потом люди идут, могут с собой взять, могут просто взять и вот так вот сесть за столами. Очень удобно. И, в принципе, подешевле, чем в других местах, конечно. Ну и, на мой взгляд, довольно качественно и вкусно. Мы уже свою порцию съели, и сейчас пойдем дальше. Мы покупаем медведя и набиваем его вот этой штукой. Вот он. Еще и одежду ему зачем-то покупают. Мне даже не купили столько одежды, столько медведей. Такое сердце ему туда засунули. Ну, вот видите, его регистрируют медведя. Ой, я забыла, когда... Мы зашли в Центральный парк. Да, потому что кто-то мечтал сходить на пруд, а он оказался небесной красоты. Сходили на пруд, там было классно, Угу. но кататься что-то там не на чем. Вот, мы пришли в Центральный парк, идет дождь, а мы зашли в Магнолия Бейкери и купили магнолию. У меня вот такой вот капкейк. С peanut butter, а внутри мармелад. Вот это очень жирно, можно так сказать? Угу. Я тоже съел и уже жирный. Прям до тошноты. Но Ну, вкусно. Вот, и знаменитый банановый пудинг. Сейчас кто-то попробует. Мы опять вот пришли в какое-то заведение и едим бургеры. Вот такой. Ой, я же это не ем. Мы пришли на сальса-дискотеку, клуб, который называется «Каче». Он находится... Он по четвергам находится вместо 5-й, 6-й авеню на 39-й улице. Чтобы вы все знали, здесь довольно много народу, и это очень классно. Коктейли здесь наливают вот в такие вот маленькие штуки. А еще здесь очень-очень холодно. Мы снимаем видео. Возле клуба Culture Club. Очень странно. Я не понимаю, что происходит. Мы хотим поймать такси, но у нас почему-то обезумевшие танцы.
Где отстойно? В клубе было отстойно? Почему? А что мы там так долго делали тогда? Ну да. Все, у нас завтра самолет. Happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. The love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do.